Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский. Расскажу вам короткую историю. У меня была одна подруга. Просто подруга. Не девушка, не моя девушка, а просто подруга. И у нее был парень. Причем парень был иностранцем. Я точно не помню, из какой страны был этот парень, но моя подруга мне рассказывала, что ее парень-иностранец очень удивляется, когда она зовет его пойти погулять. Для него было странно, как можно просто пойти погулять? Чтобы просто ходить, просто гулять, просто ходить без цели? Как это так? Что значит пойти погулять для нас, для русских? Это значит сходить в кино? Нет. Это значит сходить в ресторан? Нет. Это значит пойти в бар? Нет. Это значит пойти в кафе? Пойти в музей? Нет. Может быть, пойти гулять в центре города? Не обязательно. На самом деле, можно просто пойти погулять куда угодно. Например, погулять в том районе, где ты живешь. Просто погулять по парку, погулять по какой-то улице. То есть тебе не обязательно иметь цель. И для меня тогда это было очень забавно, что парень-иностранец, парень моей подруги, что он не понимал, что значит пойти погулять. Для него это было странно, для него это было непривычно. Сегодня я хочу рассказать о своем опыте прогулок, как я к этому отношусь, и рассказать, попробовать порассуждать, почему русские очень любят гулять. Просто гулять без цели. Давайте разбираться. В школе, когда мне было где-то от 9 до 17 лет, вот этот период, 9-17 лет, я постоянно гулял. Надо сказать, что я жил на окраине города, на окраине Санкт-Петербурга. И это были 90-е в России, как вы, наверное, знаете, достаточно тяжелое время, но я все равно гулял. И в то время было множество разных субкультур. Рокеры, рейверы, панки, эмо. Вы помните, кто такие эмо вообще? Да, были такие ребята. Скинхеды были и прочие люди. Так вот, было на самом деле не очень безопасно, потому что все эти группировки конфликтовали друг с другом, и ты мог легко получить по башке или получить по шее, как мы говорим. Это означает, что тебя могли просто побить. И такое случалось не часто, к счастью, но такое случалось. Но, как ни странно, я все равно много гулял. Мы с друзьями просто выходили после школы на улицу и просто гуляли. Потом уже в старших классах мы ходили, гуляли так с девочками, с мальчиками, иногда целой группой, иногда просто ты с девушкой ходишь по району. То есть я помню свое детство как время, когда я, наверное, больше был на улице, чем дома. Кстати, тот район,
где я жил в детстве, ну, вообще, где я жил, наверное, большую часть своей жизни, он есть вот на этом видео. Посмотрите, там я хожу по этому району, показываю его. Сейчас, конечно, там другая криминальная обстановка. То есть, ну, сейчас, конечно, гораздо спокойней, чем было 25 лет назад. Боже, как давно это было. Да, сейчас, конечно, там гораздо спокойней, но вы можете увидеть, как выглядит этот район. Хотя, конечно, многое изменилось. Я где-то видел статистику, что 87% россиян, 87% говорят, что любят гулять. Говорят, что любят гулять. То есть, на самом деле, действительно, русские любят просто гулять, просто ходить. Причем ты можешь гулять летом, конечно же. Ты можешь гулять осенью, ты можешь гулять весной и на самом деле даже зимой. Ну, конечно, если на улице минус 25 или даже минус 20, то, скорее всего, ты не пойдешь гулять, ну, по крайней мере, надолго. Но если температура до минус 10, минус 15, то в целом это абсолютно нормально пойти погулять. Друзья, я вам напомню, что вы можете присоединиться к нашей membership-программе. С помощью нее вы будете получать дополнительные материалы к моим видео, к моим подкастам. Там много интересного, и это точно поможет вам прокачать ваш русский в 2025 году. Ссылка в описании. Хорошо, Макс. В детстве ты много гулял, но вот сейчас, когда ты стал взрослый, да, ты все еще много гуляешь? Да, друзья, мы с моей женой, с Юлей, гуляем много. И сейчас у нас есть маленький ребенок, Сабрина, ей 2 года, и с ней трудно сидеть дома. Поэтому мы очень часто гуляем. От 3 до 5 часов в день Сабрина проводит на улице. Поэтому мы достаточно много гуляем. Ну и вообще, даже когда Сабрины еще не было, мы все равно гуляли очень много. Нам просто нравится гулять по городу, просто ходить по каким-то улицам. А если это новый город, прекрасно, в парке, например, как я сейчас, или в центре города. Ну, правда, в Буэнос-Айресе, в центре города не очень безопасно гулять, поэтому там мы гуляем крайне редко, но все равно сейчас мы все еще продолжаем гулять, и иногда мы встречаемся с друзьями и с ними вместе тоже гуляем. Хотя, наверное, когда у тебя начинается такая семейная, взрослая жизнь, все-таки ты больше времени проводишь дома или в каких-то местах. То есть, ну, наверное, есть такая тенденция, но, тем не менее, все равно прогулки – это важная, очень важная часть нашей жизни. Вот здесь в парке сейчас начинается ярмарка, и люди продают разные вещи. Это очень популярно в Аргентине, в парках по выходным устраивать ярмарку. Ну вот это конкретно барахолка. То есть здесь продают, ну, скажем, барахло, то есть старые вещи. Но есть ярмарки, где продают какие-то ручные украшения, одежду, да, на самом деле все, что угодно. Вот, например, здесь обувь. Кстати, а мне нужна обувь. Вообще выглядит не так плохо. Смотрите, выглядит не так плохо. Может быть, прикупить себе какую-нибудь пару обуви? Можно подумать об этом. Но почему? Почему русские так любят гулять? В чем причина, что появилась такая, не знаю, традиция, такая концепция? Почему она появилась? Я попытался найти ответ на этот вопрос, и вот что у меня получилось.
Первая причина историческая. Еще в XVIII и XIX веках дворяне, то есть аристократы в России, гуляли в парках, строили специальные парки, где они гуляли, где они ходили, где просто наслаждались люди, не знаю, природой, прогулкой, общением. То есть, короче, прогулки были частью аристократической жизни. Потом, во время Советского Союза, прогулки также были очень популярными. Почему? Ну, я думаю, что причина такая. В Советском Союзе люди жили не в очень комфортных квартирах или домах. И места было мало. И часто большая семья жила в небольшой квартире. И поэтому люди просто выходили на улицу, гуляли и проводили время на свежем воздухе. Как бы они могли побыть одни, они могли погулять, и это было доступно. Это было доступно, и это было бесплатно, потому что других развлечений было немного. То есть не было, не знаю, там, каких-то там PlayStation, Netflix, не было ресторанов, например. То есть рестораны были, но не было традиции сидеть в ресторане, как там в Европе, например, пить кофе, или в кафе, да, сидеть в кафе и пить кофе. Такой традиции просто не было. И не было такого количества кафе, ресторанов или мест, куда ты можешь пойти, посидеть, да, в здании. Поэтому люди просто гуляли. Вот. Это было такое времяпровождение советского человека. Следующая причина, ну, вторая, это то, как были и как сейчас устроены города в России. В России города, новые вот районы строятся по типу микрорайонов. То есть микрорайон – это место, где есть дома, школа, поликлиника, и всегда есть какие-то места, где ты можешь погулять, то есть тротуары. И ты можешь спокойно ходить везде, и это тебя мотивирует просто выйти из дома и пойти погулять, потому что ты легко можешь это сделать. Ты не живешь где-то в доме на краю города или за городом, и тебе не нужно садиться в машину, ехать там в даунтаун, да, и там гулять. Нет, ты можешь просто выйти на улицу, у тебя будет относительно комфортная среда, ну, зависит от города, и ты можешь спокойно ходить и гулять. То есть это удобно, и планировка города всегда позволяла гулять достаточно комфортно. В общем, как итог, хочу сказать, что прогулки даже в русской литературе. Вспомните, Родион Раскольников из «Преступления и наказания» ходил по Петербургу и что-то думал, да, вынашивал какие-то идеи. И это вообще свойственно русским. Это характерно для русских. Размышлять о чем-то, ходить. То есть это стало какой-то, не знаю, можно это назвать традицией или нет, но это точно стало частью жизни. Человек идет куда-то в парк или в красивое место, или просто куда-то и думает, размышляет, принимает какие-то решения. Вот так. Мне кажется, что... Не знаю, ответил я на этот вопрос или нет, но, по крайней мере, я попытался ответить на этот вопрос и рассказал о своем опыте. Но, пожалуйста, расскажите, какова ситуация в вашей стране, в вашей культуре? У вас тоже принято просто без цели ходить и гулять? Или вы обычно так время не проводите? Вы часто гуляете? Каждый день? Или, может быть, только раз в неделю?
Напишите, пожалуйста, будет очень интересно прочитать ваши комментарии. Ну и, друзья, до встречи в следующем видео. Кстати, прогулки еще полезны для здоровья. Вообще, это хорошая, мне кажется, традиция гулять, оздоравливаться, дышать свежим, ну или не очень свежим, но все равно свежим воздухом. В общем, до встречи, друзья. Гуляйте больше.